Сеня у нас появился в 2013 году. У нас все животные появляются через кого-то, через население. Кто-то где-то увидел, кто-то где-то нашел. О судьбе Сенечки узнали волонтеры, да, зоозащитники, которые совершенно случайным образом, как я понимаю, в Архангельской области увидели притравочную станцию, где содержались медведи, и в частности маленький медвежонок, у которого была кровь заметна даже невооруженным взглядом. Очевидно, на него тренировались собаки. И это было вопиющий, конечно, ужас, потому что на ребенка натравливать собак это было дикостью. Потом уже стали присматриваться, заметили, что он живет в ужасных условиях. Маленький какой-то предбанник, по-моему, это был, без света, без окон. И вот этот кровоточащий малыш, это такие же живые существа, как и мы. Чего тебе? Мишка не понравился. Чего ты так на него? А мы как раз занимались выпуском. У нас уже медвежата были отвезены на выпуск в лес. Люди там жили. Я говорю, слушайте, еще одного медвежонка прибавим. С руководством этой притравочной станции мы связались, договорились, выкупили и повезли на выпуск. То есть мы еще не догадывались, что он не совсем здоров. Мы его повезли в Карелию на выпуск. Специалисты его увидели. Было сказано, что он и года не проживет, но, к сожалению, он прожил 3,5 всего. Даже сначала думали, что это девочка, потому что малыш настолько врос в ужасных условиях, что он даже был недосформированный. И потом уже во время проведения какой-то операции на медвежонке узнали, что это все-таки мальчик. Поэтому его настоящее имя его Есения. И потом уже сократили до Сени. Сеня – это символ борьбы за жизнь, даже если шансов уже очень мало. Потому что ему давали 1,5 месяца жизни от силы, когда он попал только в центр. Сказали, больше он не проживет, он очень болен. Он прожил 3,5 года. Должный уход, должное внимание, желание, чтобы этот медвежонок жил полноценной максимально жизнью, оно сделано, наверное, чудо. Поэтому для меня этот медвежонок, он чудесный. Все, отдыхай. Ой, мы спать хотим. Все, я тебе все перестелил. Да, все чисто. Ой, как хорошо. Молодец, молодец. Правильно, и спать. Довольная морда. Нагулялся, наелся. Порядок везде, во всем Велесе навел. До Потапыча. Мы его даже не воспринимали как медведя. Он такой был член команды, который самостоятельно выходил, уходил. У него комната, дверь не закрывалась. Спал он на подушках на тюфяке, весь в игрушках. Всех знал. Ты чего, друганы? И Лиз тут. Лиз, ты тут? Молодец. Сень, эти съедят, Сень, точно съедят. Это не лошадки. Они вон уже тебя ловить собрались. Пойдем, Мася, пойдем, пойдем. Вот он на территории знал каждый камешек, если что-то новое появлялось, он подходил возмущенно там,
проверял, смотрел, что это. Мы его звали завхоз. То есть у него полный учет территории был. До последнего, до гвоздика смотрит, говорит, что-то новое, что-то не то. То есть проверял запасы всегда, все посмотрит. Такой молодец был. У него же своя группа была, он очень большую кучу людей объединил, помогали ему и прочее. Поэтому он такой знаменитый Мишка. Видеть я, к сожалению, его не видела, поскольку он уже был в тяжелом состоянии, я уже, не каждый человек уже пускался к нему. Я следила за историей, скажем так, вот его лечения, да, последнего уже в интернете. Следила каждый день, я заходила, смотрела и радовалась искренне со всеми, не знаю, сотнями людей, когда он там поел чуть-чуть малинки или еще чего-то. Это была действительно хорошая новость. И поэтому, когда его не стало, это была большая потеря для всех. После гибели Сеньки, то есть было большое желание каким-то образом, да, чтобы он в памяти остался у людей, поставить памятник ему, сделать такой уголок Сенин, дерево желаний, то есть это все одновременно родилось, как-то вот увиделось, да? Но мы еще учредили Сенин день, это день памяти по ушедшим питомцам, да, у всех кто-то, кошка, собака, какой-то питомец, конечно, в итоге уходил. И вот этот почтовый ящик у него, это ящик для записок ушедшим питомцам. Люди присылают по почте, по интернету, в разными формами, видами, присылают нам записки, и мы кладем Ксении в почтовый ящик из расчета, что он им передает, этим питомцам, эти приветы от их хозяина. Да. Ящичек, он с виду такой маленький, да? Но там около 1000 записок. Мы туда их вытаскиваем здесь же и сжигаем. Такая у нас традиция уже. Очень много народа приходит, очень много писем приходит. Ленточки на дерево сейчас присылают люди с желаниями. Людей желаний много. Причем очень многие говорят, что очень хорошо исполняется. И все желания сбываются. У меня